Сегодня мы с вами будем обсуждать людей, которые обладают яснознанием, яснослышанием, ясновидением и ясночувствованием. Да, друзья, через китайскую метафизику мы давайте сегодня попробуем с вами быть такими исследователями, как я люблю, и порассуждать, посмотреть на натальные карты в том числе. Расскажу вам свой опыт в этом вопросе относительно всех своих и клиентов в том числе, и родственников. Почему это и как можно увидеть через дату вашего рождения. Вообще, конечно, метафизика – это изучение того, что лежит за пределами физического опыта. То есть некое такое начало-начал или истоки истоков, то есть все, что с этим связано. Возможно, вы сейчас от меня услышите то, что никогда не знали, не слышали, но метафизика сама по себе, не только китайская, применялась в психологии, то есть в психике, и изучалась на уровне души. Я хочу, знаете, как вам дочитать? Давайте зачитаю. Кант, я думаю, все знают, кто такой Кант. Из издания Канта «Критики чистого разума» я выделила из того, что он там писал, такую фразу: «Разум не в силах преодолеть вопросы, которые выходят за пределы возможного опыта. Однако именно вследствие этого эти вопросы и есть сам опыт реальности, который преодолевает разум». О чем здесь? Да и вообще в целом. То есть у нас с вами почему-то принято в точных науках, не почему-то, а в принципе это понятно, что все строится на физическом опыте. То есть это доказуемо. Но все, что связано за пределами того, что не можем мы объяснить со стороны психики, со стороны того, что происходит вокруг, то, что происходит у других людей, которые мы не можем объяснить этим физическим опытом. И раньше, то есть в то время, когда существовали разные философы, в том числе и Кант, как раз-таки относили это яснознание, яснослышание, ясночувствование как канал восприятия и рассматривали как раз в психологии. Давайте я еще сейчас вам зачитаю, что в 1824 году Иоганн Гербарт, это немецкий психолог, он также философ и основатель научной педагогики, то есть именно с этой точки зрения, он опубликовал свою работу, называется она «Психология как наука, основанная на опыте, метафизике и математике». То есть он там применял как раз эти три составляющие. Смотрите, какая была основная идея. Данное в опыте не может быть мыслимо без предположения скрытого. Познать все то, что скрыто за занавесью, и есть задача метафизики. То есть улавливаете ту связь, то единство в том числе, если мы говорим про человека. Да, человек имеет физический опыт, но еще и то скрытое, что еще пока на сегодняшний день человечество, разные умы, да, то есть и в том числе искусственный интеллект, еще пока не может раскрыть как физический опыт, то есть научно обосновать. Я хочу сегодня, наверное, больше сказать про то, что все-таки проблему существования состояния нашего с вами сознания невозможно разрешить на основе существующих психологических теорий. Как я уже говорила, и те, кто уже давно меня знает, давно уже со мной, я исследователь. Китайская метафизика, я люблю эту науку, да, я называю это наукой. Это как раз-таки самопознание, если мы занимаемся сами для себя
вычислением своего характера, своих разных проблемных зон, через которые мы можем решить. То есть это как раз-таки в таком контексте, как, например, в том числе система Бадзи, мы изучаем Землю, то есть человека, находящегося на Земле, и изучаем его, то есть познаем через энергии, через вот это вот, наверное, психическое, но не через как основной разум, а так именно через то состояние сознания, когда что-то существует еще кроме вот этого физического опыта. И как бы мы с вами не хотели отделить одного от другого, это просто невозможно. У нас у каждого есть с вами интуиция, у нас у каждого с вами существует, как я назвала тему, яснознание чего-либо. Откуда мы это знаем? Не знаю. Ясновидение. Откуда мы это видим? Почему происходит у некоторых людей, например, вещи сны? Или, например, предвидение какой-то ситуации, причем мельчайших подробностей. То есть разум и психика вот с этой точки зрения в психологии не изучается. То есть здесь нет такого раздела, и здесь мы изучаем уже по факту, что вот есть такая проблема, допустим, как человек, что человек это видит. Но вроде бы как, знаете, как мы это в психологии отрицаем, но у нас есть инструменты для того, чтобы каким-то образом помочь человеку не пугаться, допустим, вот этих вот ясновидящих своих снов. То есть такая очень скользкая, интересная тема. Многие, наверное, сейчас в комментариях начнут мне писать о том, что это все какое-то богохульство или что-то в этом роде. Друзья, ну вот даже если мы с вами будем еще глубже копать философию, и откуда вообще произошло слово «душа», на самом деле, если мы посмотрим древние трактаты, то там нет ни ада, ни рая. То есть как такового вот этих вот слов, они просто отсутствуют. И мы привязываемся очень широко к понятиям, то есть к словам, к понятиям, которые мы потом в своей голове формируем образы, которые потом дают нам вот эти ощущения. Я сегодня хочу вам на примере своего личного опыта как консультанта китайской метафизики показать некоторые моменты, в которых мы можем как раз-таки узнать людей, которые ясно слышащие, ясно видящие, ясно знающие, ясно чувствующие. В первую очередь это те люди, которые имеют в своей дате рождения такие месяцы, как июль, октябрь, апрель и январь. Это первый момент. Второе. Если вы родились в год дракона, быка, козы, либо собаки. И третье. Если вы сейчас не поленитесь и по моим видеоурокам бесплатно построите свою натальную карту и увидите в натальной карте в любом месте, где только это возможно, особенно внизу, вот здесь, любые из вот этих 4 животных. Это бык, коза, дракон и собака. Либо или наверху в небесных стволах, то есть вот в этом верхнем ряду, вы увидите там земля Ян, либо земля Инь. Вот теперь, пожалуйста, дайте обратную связь, кто нашел у себя вот эти все обозначения, которые я только что продиктовала. Но, друзья, давайте учитывать такую маленькую инструкцию, которую я сейчас дам. Смотрите, пожалуйста, в таблицу.
Согласно китайской метафизике, мы пользуемся солнечным китайским либо лунным календарем. И здесь происходит смена года, смена сезона, смена месяца и дня не так, как в григорианском календаре. Например, если я сейчас продиктовала, что вы родились в январе, то смотрите, пожалуйста, внимательно в таблице на дни, с которых начинается этот месяц январь. Потому что если вы родились, например, 2 числа или 3 января, то у вас не будет как раз-таки вот той земной ветви стоять, про которую я говорила. То есть у вас этот пунктик уже выпадет, потому что вы будете считаться рожденными в декабре. Я точно могу сказать, что некоторые психические явления, которые изучает психология, возникают из природных начал. А природные начала – это что? Это в том числе наша с вами китайская метафизика. Почему? Потому что она природна. И если вы посмотрите мой любой другой ролик, то вы увидите, что я говорю про ци, про ту энергию, которая движется в человеке, в пространстве, во времени, которая к нам с вами приходит, взаимодействует, с которой мы уживаемся, не уживаемся, имеем качество характера и так далее. В общем, тема сегодня была про ясно знающих, ясно видящих, ясно чувствующих и ясно слышащих. Пишите, пожалуйста, в комментарии, нашли ли вы у себя в натальной карте те обозначения, про которые я говорила, и поделитесь, обладаете ли вы некой такой изюминкой, про которую мы сегодня с вами говорили. И еще такой один момент. Я знаю, предвижу, возможно, предугадаю ваши вопросы. Как же оно проявляется? Допустим, если вы нашли у себя даже несколько этих обозначений, но вы этим не обладаете. Друзья, все достаточно просто, потому что, как я уже сказала, разум и психика – это неотделимая штука. И вот такие моменты психические возникают тогда, когда у человека наступает некий стресс, некая патовая ситуация, которая возрождает вот этот импульс, и человек начинает каким-то образом чувствовать что-то по-другому, чувствовать вот это время по-другому и то, что с ним происходит в этом времени. Поэтому, друзья, еще раз делитесь в комментариях, как у вас обстоят дела с яснознанием, слышанием, чувствованием. Спасибо всем, кто пишет комментарии. У меня есть постоянные слушатели, зрители и те, кто пишут. Спасибо вам большое. И до новых встреч. Всем пока-пока.